Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов. Яндекс.Дзен. Площадка пока что у нас не изменилась. Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм-канал, Контакт, Одноклассники. Там я выставляю свои фотографии, выставляю ролики. Сегодня вот у меня такое платьишко яркое, пестрое, из каких-то остатков пряжи, которые можно было просто выкинуть, а можно было связать вот такое платьишко для Барби. Предлагаю посмотреть. У меня вот такой кусочек пряжи остался, грамм 20, я думаю, вполне хватит на платье. Цветной, красивый. А куда его еще приспособить? Он мне остался чуть-чуть, один. Я провязала наши колечки. Как вязать колечки, я думаю, абсолютно все, кто смотрит мои ролики, знает. Могу показать на любой, на пряже, да, ниточки. Провязываем 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли и в первую столбик с одним накидом. Это колечко одно. 1, 2, 3, 4. Накид. И в первую петлю столбик с накидом. Колечки. Такой наборный ряд, который я применяю очень часто. Я набрала 9. Нет, вру, 12 колечек. 12 колечек. Вот. Замыкаю в круг. И наша задача провязать кокетку реглан. Переходим прям в само колечко так. Так, вот давайте развернем, чтобы у нас колечко, само колечко, оно было внутри, а вязать будем за столбик. Давайте вот так развернем, чтобы красиво было. И вяжем реглан. 1, 2, 3 воздушные петли и еще воздушная петелька, и еще столбик. Это у нас будет реглан. Вот, реглан. Теперь за столбик вяжем 1, 2, 2, между столбиками 3, за колечко 1, 2, столбика с накидом между столбик. Это у нас получилось, мы затратили 3 колечка. Столбиков получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мало. Почему вяжу, распускаю? Все на пробу. Ниточки, такими ниточками я вязала очень давно, поэтому примерно я могу представлять, сколько нужно для миниатюрной куклы Барби. 7-8 петелек нужно. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. 8 мы получили. Теперь в следующем колечке вяжем реглан. Это у нас будет столбик, воздушная петля и столбик. Реглан можно поставить маркер, чтобы знать, что это реглан. За счет цветной ниточки кокетку я буду вязать просто столбиками. Узор не требуется, будет красиво. В колечко вяжем 1, 2, 3. Между колечками 4. В колечко 5, 6, 7. Между колечками 8. 8 столбиков у нас будет на спинку, наперед, на рукав. Реглан, воздушная петля. Ставим маркер, чтобы мы потом с вами знали, что это у нас реглан. Там, где реглан, будем вязать всегда вот такую галочку. Идем дальше. То есть наша задача по периметру обвязать
Раз, два, три. Это у нас такой раппорт узора. 8 столбиков. Галочка, галочка. Опять 8 столбиков. Галочка, галочка. Ниточка яркая, может быть плохо видно. Но ориентируйтесь на то, что вот у нас 3 колечка. Должно быть 4 раза. Нам нужно поделить так, чтобы в каждом колечке, в одном из колечек у нас был реглан, а в 2 колечках у нас было провязано 8 столбиков. Опять колечки реглан, между ними 8 столбиков. В колечке реглан 8 столбиков. Вот я довязываю, реглан связала, 7 столбиков, и последний столбик мне нужно связать между колечками. Присоединить нить к вязанию. Вот мы с вами. Цепочка цветная, я понимаю, плохо видно. Вот мы присоединяемся и поставим здесь маркер, чтобы знать, что это у нас реглан. Вот. Реглан. Первый ряд связан, все это здорово, все замечательно. Теперь наша задача. Там, где у нас реглан, мы вводим ниточку. Провязываем 1, 2, 3, 4 и столбик с накидом. То есть наша задача провязать галочку. Вот. Теперь в сам столбик, вот у нас же был здесь столбик, мы провязываем столбик, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 у нас было, помните? 9 и 10. А 2 столбика добавляются за счет того, что мы провязываем столбик реглана с одной стороны и столбик реглана с другой стороны. И у нас уже будет не 8, а 10 столбиков. В сам реглан мы провязываем столбик, воздушная петля и столбик. Вот. И тот столбик, который у нас остается от реглана первого ряда, мы его тоже задействуем. То есть мы его вяжем. И получаем не 8, а уже 10. Вот. Это у нас будет второй ряд. И еще третий ряд мы свяжем регланом. Точно так же прибавляем. Уже будет не 10, а 12 столбиков. И также реглан. И уже потом это у нас будет связана кокетка. И мы уже потом будем вязать тело. Вот получается такая красиво нарядная кокетка. За счет того, что пряжа очень цветная, яркая. Немножко теории. Рисовальщика из меня так себе, но я думаю, будет понятно. 12 колечек набрали. Из 2 колечек мы вяжем 8 столбиков. Третье колечко у нас реглан. Галочка. Опять все это повторяем. В первом ряду по 8 столбиков. Во втором ряду 10 и в третьем 12. Вот, всего 3 рядочка. А галочка вяжется в центр галочки по реглану. Идем дальше. Теперь наша задача объединить. Объединили. Маркер убираем, чтобы он нам не мешался. Провязываем 1, 2, 3. Все столбики, которые у нас есть, по факту мы провязываем. Это у нас будет, допустим, перед или спинка. Рукава мы вязать не будем, мы будем объединять тело. Столбики вяжем с таким вот красивым колором. Мне кажется, и узор нужен попроще, иначе будет сложно разобраться. Провязываем до следующего маркера. Я постараюсь сделать это быстро. Ну как быстро? Вот когда быстро хочешь, обязательно не получается. Провязываем до маркера. В сам маркер тоже провязываем столбик. Убираем маркер.
и вяжем подрез, да? 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, доходим до следующего маркера, маркер убираем, и там, где у нас вот она галочка, вяжем столбик с одним накидом. То есть мы сформировали с вами рукав, вот он у нас, и будет тело. Дальше вяжем опять все столбики, от маркера до маркера 4 воздушные петельки и объединяем с нашим вязанием. Провязали все столбики, 1, 2, 3, 4 воздушные петельки и присоединяемся просто-напросто к самому нашему началу. Все, кокетка у нас готова, причем она красивая, такая вот обвязочка кругленькая за счет того, что мы набирали колечками. Теперь 3 рядочка провязываем ровным полотном, просто по кругу. Ничего не прибавляем, не убавляем. Как мы вяжем подрезы, да? В подрезах, ну вот объем уже и так хороший. Я предлагаю в подрезах связать. Для чего у нас подрезы? Чтобы ручку удобно было пропускать. В подрезах предлагаю связать, ну, по 2 петельки, допустим. Вот в обратную сторону можно пойти. 1, 2. И дальше столбики с одним накидом. По кругу вязать или поворотными рядами решайте сами. Вообще не принципиально. А в цветной ниточке так вообще не принципиально. Просто хотела показать вам подрез. Вот. 2 столбика. Я думаю, больше увеличивать не надо, потому что у нас уже и так хорошо все. 2 рядочка вяжем. Потом узор для юбочки покажу. Кокетку мы с вами провязали. Тело 3 рядочка провязали. Теперь свяжем юбочку. Юбочку тоже будем вязать очень просто, потому что при таких ярких ниточках сложно что-то придумывать. И не нужно совсем, кстати говоря. 3 воздушные петли провяжем. Между столбиками еще провяжем столбик. 2 воздушные петли. Я предлагаю провязать просто веерок. Что такое веерок? Столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с накидом. Пропускаем, наверное, 3 столбика. Сейчас посмотрим, как это будет. 3 столбика, 2 воздушные петли и еще один веерок. Да, я думаю, что вот так будет хорошо. Потом можно будет добавить через пару рядочков не 2 воздушные петли, а 3, для того, чтобы немножко расширить полотно. Вот. И уже менять больше ничего не будем. Я думаю, уже все будет красиво. Но на самом деле уже все красиво. Вот такие веерочки предлагаю провязать для юбочки. В следующем ряду в центр веера вяжем такой же веер, в центр веера. И уже не так сложно будет вязать цветную ниточку. 1, 2, 3. Потому что в таких цветах сложно найти, куда вкалывать. Поэтому нужно такие узорчики, когда вы не ищете столбики, а просто в центр веера, вяжем следующий веер. Вот какое получилось платье с того кусочка, грамм 20, я думаю, было. Смотрите, что я сделала. Я вязала все время веерочки 2 столбика, между ними никаких воздушных петель не было. Потом в самом конце я уже провязала 1 воздушную петлю между веерочками и в центре 3 воздушные петли. И еще один рядок я провязала 2 воздушные петли, 2 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика. То есть немножко расширила подол, чтобы он смотрелся вот так, немножечко расширенным. И последний рядочек, на что мне хватило ниток, просто 5 воздушных петель, соединительный столбик, 5 воздушных петель, соединительный столбик. Так решила закончить вязание. И получился вот такой интересный сарафанчик, платьишко из остатков пряжи. Я думаю, что любой ребенок будет рад. Чем больше одежды, тем лучше. Предлагаю остатки пряжи утилизировать подобным образом, порадовать своих девчонок, а если нет, соседских, а если нет, в садик отдать.
Я думаю, что всегда найдутся желающие и обязательно вспомнят вас добрым словом, когда вы навяжете и сделаете доброе дело, подарите кому-то. Надеюсь, идея вам понравилась. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Пишите обязательно в комментариях, что бы вы хотели связать для кукол. Вообще нужна эта тема или нет. Будете вы вязать или нет. Может, какие-то свои идейки предложите. Обязательно всех жду в комментариях на Яндекс.Дзен и Телеграм-канале.